Каждое утро в небольшом уютном доме начинается с одного и того же знакомого звука. Едва первые лучи солнца касаются крыш, а утренний туман начинает постепенно рассеиваться над зеленым газоном, тишину рассвета нарушает мягкий, но отчетливый шлепок. Это доставщик газет, привычно проезжая мимо дома на своем велосипеде, точным движением бросает свежий, пахнущий типографской краской номер прямо на аккуратную дорожку во дворе. Раньше этот звук служил сигналом для невероятной бурной радости. В те счастливые дни, когда Мейсон был моложе и видел окружающий мир во всех его ярких и сочных красках, он подрывался со своей мягкой подстилки, как ужаленный. Его пушистый хвост отбивал ритмичную дробь по деревянному полу, а уши забавно приподнимались, ловя каждый шорох. Для Мейсона в этот момент не существовало задачи важнее, чем выполнить свою главную утреннюю миссию — принести хозяевам свежую газету. Мейсон всегда отличался совершенно особым, невероятно добрым и ласковым характером. Хозяева взяли его в свой дом еще совсем крошечным, неуклюжим щенком и вырастили, шаг за шагом наблюдая, как этот добродушный пес превращается в настоящую душу и хранителю уюта их семьи. Принести утреннюю прессу никогда не было для него результатом строгой дрессировки или сухой команды. Это был его собственный, глубоко личный ритуал. Это был его уникальный способ показать любимым людям, как сильно он их ценит и как стремится быть полезным каждый божий день. Когда пес возвращался с улицы, держа в зубах плотно свернутый бумажный сверток, его глаза буквально сияли от счастья и искренней гордости, а морда расплывалась в довольной собачьей улыбке. Но время не стоит на месте, и Мейсону исполнилось 12 лет. Вместе с почтенным возрастом в жизнь этой дружной семьи пришло тяжелое, неожиданное испытание. Сначала тревожные изменения казались едва заметными мелочами, на которые легко было не обратить внимания. Но постепенно хозяева стали замечать, что Мейсон начал проявлять странную нерешительность там, где раньше бегал без тени сомнения. Перед привычной лестницей пес неожиданно замирал, осторожно ощупывая передней лапой следующую ступеньку, словно проверяя, надежна ли она. Внутри дома он мог случайно задеть дверной косяк или слегка врезаться боком в край любимого мягкого кресла. Ранее уверенный, жизнерадостный и энергичный пес стал выглядеть растерянным, озабоченным и глубоко неуверенным в каждом своем шаге. Тревога хозяев возрастала с каждым днем, и они незамедлительно обратились за помощью к специалистам. Ветеринарный осмотр принес суровый и беспощадный диагноз. У Мейсона развилась тяжелая, стремительно прогрессирующая форма глаукомы. Это коварное заболевание не только стремительно лишало пса зрения, но и причиняло ему сильную, нестерпимую боль из-за постоянно высокого глазного давления. Каждый день превращался для пожилой собаки в бесконечную физическую муку, которую он тихо и смиренно переносил. Врачи дали однозначную, хоть и невероятно тяжелую для восприятия рекомендацию. Чтобы окончательно избавить Мейсона от непрекращающихся страданий, необходимо провести сложную хирургическую операцию по полному удалению обоих глаз. Для семьи это решение далось с неимоверной болью. Хозяева проводили бессонные ночи, переживая не только за то, как пожилой пес перенесет наркоз и само вмешательство, но и за его будущее. Сможет ли он хоть как-то адаптироваться к жизни в абсолютной, беспросветной темноте? Не впадет ли он в глубокую депрессию, потеряв способность видеть лица своих любимых людей, яркий солнечный свет и знакомые уголки родного двора? Но смотреть на то, как Мейсон ежедневно мучается от сильной боли, было просто выше их сил. Сжав сердце, хозяева доверились ветеринарам и дали согласие на операцию. Все страхи и опасения семьи оказались напрасными, а стойкость и мужество Мейсона превзошли самые смелые ожидания. Как только хирургическая операция осталась позади,
а послеоперационный период успешно завершился, в доме произошло настоящее чудо. Пес буквально расцвел и заново ожил. Вместе с операцией из его жизни навсегда ушла та страшная, изматывающая боль, которая мучила его долгие месяцы. Когда Мейсон вернулся в родные стены, хозяева с изумлением и слезами счастья на глазах увидели, как к их любимцу возвращается прежняя легкость и задор. Освободившись от страданий, пес снова стал удивительно радостным, общительным и неимоверно ласковым. В свои 12 лет, несмотря на полную темноту вокруг, он начал вести себя словно маленький, жизнерадостный и любопытный щенок, готовый исследовать каждый угол. Однако перед хозяевами все еще оставался открытым один важный вопрос: насколько пес сможет сохранить свои прежние привычки? Одной из самых больших загадок была его давняя утренняя традиция с газетой. Сможет ли незрячий пес снова находить и приносить прессу? Или этот трогательный ритуал навсегда остался в прошлом, став лишь теплым воспоминанием? Судьба и многолетняя привычка распорядились так, что доставщик прессы всегда бросал газету примерно в одно и то же место — на небольшой пятачок травы у края мощенной дорожки. Именно это постоянство в сочетании с феноменальной собачьей памятью и невероятным чутьем сыграли решающую роль. В один из первых утренних дней после полного восстановления Мейсон снова проснулся с позаранку. Почуяв носом, что наступило утро и в воздухе витает аромат утреннего завтрака, он не остался лежать на своей подстилке. Вместо этого пес целеустременно поднимался и направлялся прямо к входной двери, весело виляя хвостом. Хозяева с замиранием сердца и затаенным дыханием наблюдали за каждым его движением. Мейсон осторожно толкнул головой дверь и вышел на крыльцо. Он высоко приподнял нос, жадно вдыхая свежий утренний воздух. В отсутствие зрения его обоняние и слух обострились до предела. Пес без труда различил едва уловимый запах свежей бумаги, типографской краски и знакомый маршрут, который он проходил 1000 раз за свою жизнь. Осторожно переставляя лапы с неимоверной аккуратностью и сверяясь с каждым шорохом, Мейсон спустился со ступенек. Он двигался удивительно уверенно, полностью опираясь на свое внутреннее чутье и память. Дойдя до привычного места на дорожке, пес уткнулся носом в сухую траву, немного покружился, аккуратно нащупал сверток, поддел его зубами и уверенно поднял над землей. В этот самый момент его хвост закрутился с удвоенной силой. Повернувшись на 180 градусов, Мейсон с абсолютно гордым и счастливым видом понес газету обратно к дому, не сбившись с пути ни на сантиметр. Когда он поднялся на крыльцо и бережно положил свежий номер к ногам хозяев, они уже не могли сдержать слез. Это был не просто принесенный газетный сверток. Это был настоящий символ победы над жизненными обстоятельствами, яркое доказательство того, что дух их любимого питомца остался абсолютно несломленным. С тех самых пор этот трогательный утренний ритуал не прерывается ни на один день. Каждое утро слепой Мейсон с неизменной радостью и готовностью отправляется на поиски газеты, с легкостью находит ее и приносит в дом. Хозяева искренне признаются, что каждый раз, когда они видят, как их пес гордо шагает по двору со свежей прессой в зубах, их сердца наполняются непередаваемой гордостью, нежностью и восхищением. История Мейсона — это намного больше, чем просто рассказ о смышленной собаке, умеющей выполнять полезную команду. Это глубокое и трогательное напомнить людям о том, насколько безграничной, искренней и чистой может быть преданность живого существа. Несмотря на то, что пес полностью лишился зрения и пережил тяжелые испытания, он продолжает оставаться самым добрым, чутким и любящим членом семьи. Каждый день своей жизнью он доказывает простую истину.
Для настоящей любви, верности и желания дарить радость близким не нужны глаза, ведь их бессменно направляет само сердце.